Какая у вас война? У вас война-то из-за чего началась? Из-за У того, вас что не вы война, у вас напали. спецоперация. Из-за того, что вы напали. А из-за чего мы напали? Вот. Я хочу тебя узнать, за чего вы напали. Я не могу понять. Я тебе объясню Объясни. прекрасно. Объясни. Из-за того, что вы живете в так называемой Украине. Нет такой страны, как Украина. Слушайте, опять Украина попалась. Здрасте. Добрый вечер. Добрый. Откуда вы? Я из Москвы. Одесса. Какие вопросы вам здесь интересны? Слушайте, а мне не вопрос интересный. У меня, в что? принципе, вопросов-то нет. Да просто общаюсь с людьми. Ну и какие темы вам интересны? Все равно, наверное, какие-то, наверное, темы. Слушайте, Ядерную физику, я думаю, ядерную физику вы точно не потащите, я тоже. Серьезно? Ну давайте попробуем. Не, я сразу сказал, я тоже. Я так думаю, что вы тоже ядерную физику, в ней очень приблизительно на уровне школьной программы. Слушайте, школьный программа, бог с ним, ладно, ничего страшного. Когда я встречаюсь, скажем так, с ребятами из так называемой Украины, всегда разговор сводится к одному. А почему так называемый? Ее так называют. А почему так называемый? У нас название государства есть Украина. Я ее же говорю, ее так называют. Так называемый. А вы с так называемой России? Вот видите, вы в каком ключе беседу строите. Давайте по-другому разговаривать. Я говорю, вы также в так называемой России. Кстати, как ваша страна называется? Наша страна называется Россия, в отличие от тех территорий, которые вы занимаете. А попробуйте в паспорте найти слово «Россия» в вашем. Попробуйте. Очень я хотел бы. Никто найти не может вы сможете. Да. Я так понимаю, вы любитель альтернативной истории. Вот видите. Давайте посмотрим ваш паспорт и там слово «Россия» найдем. На какой странице? Даже очень интересно. На всех страницах там есть слово «Россия». Давайте посмотрим. Да мы смотреть никуда не будем. Потому что там его нету. Да, конечно. Российская Федерация там есть, а России там нету. Да. Хорошо. Пусть вам так будет спокойно, там его нету. Скажите, не в этом вопрос. Скажите, пожалуйста, согласно правилам русского языка, что из этих двух слов является существительным, а что прилагательным? Из каких двух слов? Российская Федерация. Слушайте, а почему мы говорим о моей стране? Давайте о вашей поговорим. Потом по моей поговорим. Давайте сначала о России, закончим эту тему, потом можно по Украине поговорить. Я не возражаю. Слушайте, значит, смотрите, это два слова существительных. И Российская, и Федерация. И то существительное, и то существительное. В контексте, о котором вы говорите, да. А по правилам российского языка, который придумал Ломоносов, грамматику, которую он придумал, как по этим правилам быть? То есть сейчас вы мне хотите рассказать, что Ломоносов был на самом деле украинец? Нет, ни в коем случае. Он был помором. Никакого отношения к Украине он не имел. Помором. Он даже русским не был. Он помором был. Безусловно. Слушайте, можно сейчас отступление небольшое сделать? Нет, давайте закончим все-таки с Российской Федерацией. Что там прилагательное, что там, как это слово «российская» может быть существительным. Вот так вот. Это прилагательное. Какая? Федерация отвечает на слово, на вопрос «какая». Российская. Нет, подождите. Давайте. Опустите правила свои, там, и засуньте. А почему свои правила? Это правила российского языка. Вы можете не перебивать? Если хотите перебивать, я сейчас начну говорить, вы даже слова не ставите. Слушаю. Слава богу, что вы это умеете делать, я надеюсь. Что касается контекста страны, здесь не может быть прилагательных и существительных. Здесь есть название. Российская Федерация, она же Россия. Что касается, допустим, вашей страны, Украина. Мы еще закончили уже с Россией. Вы обещали помолчать. Подождите, мы закончили с Россией. Вы переводите на другую тему. Давайте с одной темы закончим, а потом перейдем на другую. Хорошо? Да, это не то, что это название страны. Каким угодно словом это называйте, прилагательным, существительным. Российская Федерация, она же Россия. Это знает весь мир. Это страна известна всему миру. Самая большая страна в мире, между прочим. На секундочку. Русский язык, международный язык. Пожалуйста. Что вам еще нужно? Нет. Кстати, когда и как при каком царе назвали вас русскими?
Слушайте, вот вы любитель альтернативной истории, я туда даже вникать не буду. Я таких Почему альтернативной? встречаю регулярно, ведь и вот эту хуйню слушаю. Я даже постарайтесь не материться, получится? Да, конечно. Попробуйте. Хорошо, Да. тогда ответьте на вопрос, откуда пошел русский народ? Вот где его земля, вот откуда вот, ну, вот на сегодняшнюю географию наложите. Вот мы пошли с Руси. Вот украинцы пошли с Руси, а вы откуда пошли? Из России. Из России пошли. Не, мы с Руси. Государство было Русь. Средневековое. Это же есть Россия. Подождите. Ведь не было аж переселения народов. Вот смотрите. Никакого переселения народов не было. Не было. Вот потомки. Да, я закончу. От Японии до Римской империи. Я закончу. Вот смотрите, существуют потомки, появились мы, украинцы. Здесь русских нету. Откуда они здесь взялись? Дело, что это вы придумали, что вы появились. Где вы появились? Ой, извините. Я прошу прощения. Где вы появились? Но мы же живем. Откуда мы появились? Вы русские люди с одурманенной головой. Вот, вас придумал, вот это название придумал Ленин, как окраину России, назвал ее окраина. Поляки переименовали в Украину, и вы это подхватили. И сейчас скажите, пожалуйста, вы помните такой Александр Сергеевич Пушкин? Кто такой? Да, конечно. Кто такой? Писатель российский. Он раньше жил Ленина или позже Ленина? Он жил гораздо раньше Ленина. Так почему тогда писатель, поэт Александр Сергеевич Пушкин написал очерк «История Украины»? Что еще раз он написал? Очерк «История Украины». Кстати, написал его на французском языке. А потом его перевели на русский. Так называемый российский. Скорее всего, после убийства его он стал Александр Дюма. Это вот это ваша история? Не, ни в коем случае. Не. Так все-таки Пушкин написал очерк «История Украины»? Окраина. А Китай тоже окраина? Китай нет. Китай. А Монголия? Тоже окраина. Страна. Монголия это страна гораздо с большими, скажем так, историческими событиями, и больше она самостоятельна, чем так называемая Украина. Так, давайте так, по-другому назовем. Смотрите, вот теперь давайте я вам вопрос задам. Давайте. Что такое, по-вашему, страна? Страна что такое? Страна – это политическое образование. Государство, страна, да. Хорошо. Это законное образование? Конечно. И даже и все страны его приняли. Более того, это один из учредителей ООН. Украина, если вы имеете в виду Украину. Нет, я вам сейчас не про это говорю. Вот давайте, вот в той стране, о которой вы говорите, которая самостоятельная, в ней могут лидеры страны просто какие-то в процессе мятежа свергнуть и заменить. Это нормальное явление. Это, то есть, самостоятельная страна, правильно? Такое может быть в самостоятельной стране? Да, конечно, запросто. Запросто, отлично. Услышал. Хорошо. Почему бы и нет? Почему нельзя, не могут заменить? А кто заменить? Вот просто народ вышел на улицу. Да, очень. У нас власть принадлежит народу. Очень даже запросто. Пинка под жопу и в тюрьму. Да, все правильно, все правильно. Страна, я вам напомню, это территория, имеющая политическое, физико-географическое, культурное, исторические границы. Вот это страна. Да. Согласен. Страна обладает государственным суверенитетом. Или может находиться под суверенитетом какой-то другой страны. По-разному бывает. Хорошо, я понял. Вообще проблем нет. А вот у этой страны, которая может свергнуть своего президента, поставить другого. Так. Это очень нормально, кстати. Это очень нормально. Абсолютно. Смена власти. Для Украины это идеально, я понял. А когда у нее отлетает регион за регионом, его забирают другая страна. Это называется оккупацией. Это называется оккупацией. Не называется называется оккупацией. Не, это называется оккупацией. Да. Вооруженные силы чужой страны значительно больше нападают. И более того, ставят себе в Конституцию даже те территории, которые никогда не занимала. Как, например, город Запорожье. Вы к городу Запорожье еще даже не подошли, но тем не менее он находится в вашей Конституции. Это говорит о том, что ваша Конституция стала недействительной. Конечно. Я вам открою секрет, вся Украина это Россия на самом деле. Просто вам для чего-то вы считаете. А почему вы решили, что Россия? Ладно, подождите. Даже интересный вопрос.
Сейчас, Видите, ну, какой вы вы же- интересный собеседник? пришла моя очередь вам задать вопрос. Ну, давайте, Скажите, да. пожалуйста, вот вы же на Майдане за свободу боролись, я правильно понимаю? За Евросоюз, за свободу, за безвиз? Мы на Майдане боролись за то, чтобы наш придурочный президент, которого мы случайно выбрали, Ну да, такое бывает. который и выбрали только потому, что он в первом пункте своих предвыборных обещаний обещал перевести страну в Евросоюз, а поскольку он был Да. урка, в принципе, урка Да. должен слово держать. Да. Поэтому мы ему поверили и избрали, чтобы Да. он привел страну в Европу. А поскольку Да. он получил взятку от соседней страны в размере 15 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда дали авансом, Да, 15 миллиардов 230, точная цифра. не 15 миллиардов, 15 миллиардов ему пообещали. Дали только 3, Угу. А дальше мы не согласились с его мнением. Я понял, Да. понял. И в итоге поднялись на восстание. А поскольку у нас народ имеет право на восстание, то у нас все законно. Все закон, точно. Да. Ну, то есть в итоге вы победили, я правильно понимаю? Ну, конечно. Через год на тех же условиях президент Порошенко подписал ассоциацию с Евросоюзом. Мы тут же получили безвизовый режим в Европу. Тут же получили великолепные условия для нашей промышленности, для работы с Евросоюзом. Да. Супер. Да, но в этом... я не закончил ответ. Но при этом, к сожалению, это совпало с тем, что соседняя страна напала на нашу страну. При Порошенко? Нет, при Януковиче. Еще. Хорошо, мы сейчас к этому вернемся. 20 февраля Янукович еще принимал вашего специального представителя при президенте Путине Лукина в своем кабинете. И послов иностранных. Давайте без деталей. Ну, такими широкими мазками. С широкими мазками. И еще президент Янукович сидел в кабинете. Вы уже пошли в атаку. Мы уже пошли в атаку. Ну да. Я понял. Ужас какой. Хорошо. Пришел Порошенко. Порошенко, да. Что дальше-то? Вы стали свободными, Евросоюз. Мы и были свободными. Да я вижу, понятно. Но скажите, пожалуйста. Евросоюз — это торговый союз. Что вас не устраивает это? Да мне вообще как бы... Ну а в чем тогда... зачем тогда задаете такие вопросы про Евросоюз? Один вопрос. Ответьте мне, пожалуйста, на последний вопрос. Давайте. Вы такие успешные, удачные, можете менять президента. Скажите, пожалуйста, а почему вы сейчас... почему его не можете менять? На вопрос не можете, потому что у нас самый лучший президент, его смысл не Хорошо, давайте. Почему сейчас вы самая нищая страна в мире, которая зависит не от себя? Тихо. Война? Я сразу отвечаю. Тихо. Которая зависит не от себя. Правительство, которое не принимает решения. Президент, который голый приезжал на Рублевку, сосал, у которого видео есть, пожалуйста, посмотрите в интернете. И ни один мужчина не может выехать с Украины. Где ваш безвиз? За что вы боролись? Скажите мне. Вот за это? Первое. Поскольку у нас война, границы закрываются. Какая у вас война? У вас война-то из-за чего началась? Из-за того, что вы напали. Из-за того, что вы напали. А из-за чего мы напали? Вот. Я хочу тебя узнать, за чего вы напали. Я не могу понять. Я тебе объясню. Прекрасно. Из-за того, что вы живете в так называемой Украине. Нет такой страны, как Украина. Из-за того, что 40% населения так называемой Украины проживает на восточных территориях, где есть Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, которых вы начали притеснять. После того, как вот такие вот, я извиняюсь, ты говоришь, матом не ругайся, но тем не менее скажу, долб***бы, как ты, националисты, которые решили там отменить русский язык, только украинский язык, что-то еще там, поезда дружбы и прочее. Россия, причем в 2014 году туда не вмешивалась абсолютно. А вы начали подгонять грады. Хуй Донецк, хуй Луганск. Посмотри на аллею ангелов. Неужели тебе не стыдно? Ты, я не знаю, сколько тебе, в районе 70 лет, я думаю, там года 3-4, к счастью, к сожалению, ты умрешь. Это как бы физиологически. Я еще на твоих похоронах спляшу, не беспокойся. Слава богу. Вот. И тебе там эти дети будут сниться. Ты понимаешь, что вы творили в 2014 году? И я удивлен, почему Владимир Владимирович в 2014 году не решил вас въебать. Вот если бы он тогда туда пришел, сейчас было бы полное равноправие.
и вы были бы нормальными людьми. Ну, не вы там, естественно, там нормальные люди бы остались. Они и сейчас есть, они и сейчас ждут Россию. Но, тем не менее, такие урки, как ты, там остались, которые там, какая-то какая Украина, вы людей убивали. Ну, не стыдно, неужели Все, про это не стыдно? И все, сейчас вы все удивляетесь, сказал. почему Или что пошла спецоперация. Да уже терпения ни у кого не было. Вы еще и НАТО решили что-то подогнать. У вас управления в страны нет. Просто американцы решили, там, Евросоюз. А хуй нет там. Какие-то полезные ископаемые, что-то еще, блядь. Американцы решили свою оружейку отыграть. Хуй гору вооружения прогнали через вас. Ни одной копейки в Украину не пришло, все осталось там. Но они вроде бы старье туда передали, блядь, и себе как бы бабки обналичили, блядь, там что-то новое начали делать. И сейчас сидят, удивляются, почему нас напали. Потому что вот я тебе, ну, был бы ты молодой, там, точнее, когда ты был молодой, вот смотри, ты живешь своей жене, там, с женой в 45-й квартире, я живу в 44-й. Я каждый день выхожу и драчу возле твоей двери. И каждый день выхожу и это делаю. И стучу тебе в дверь и говорю: Серега, я твою жену Ты выходишь, говоришь: слушай, Дим, ты за***л, отсюда. Мне я выхожу и драчу. Серега, я твою жену Что бы ты со мной сделал? Ты вышел бы, мне ее разбил. Так и Россия не стала ждать этого момента, пока кто-то жену чью-то Она просто пришла и вам упала. Да, вас накачали, весь мир против России, но тем не менее. Посмотри, как сейчас что происходит. На Донецком, на Луганском направлении. Не там 100 метров в день, как раньше было, да, когда вы упирались. У вас людей уже не осталось. Даже наемники уже не хуяют туда. Каждый день 5-10 километров, 5-10 километров, 5-10 километров. Я думаю, что полгода, ну и в принципе как бы все на этом закончится. Вот, собственно, вот тебе мой рассказ. Можешь вещать. Видишь, ты много так накидал. Смотри, как, представь, какой ты нацист. Первое, ты отрицаешь существование целой нации Украины, украинцев. Так ее не Ты существует, да. поэтому я говорю, я заявляю, что ты обычный нацист российский. Окей, поехали дальше. Следующее. Поехали дальше. Следующее. Вы напали в 2014 году на безъядерную, нейтральную, безблоковую страну. Это ложь. Ну это ложь. Когда пришел... ложь. Так, я хоть слово сказал, пока я твой бред слушал? Ни слова извини, не сказал. Да, извини. Значит, когда пришел Янукович, мы выбрали Януковича в 2010 году, 2 февраля он уже распустил все комиссии, которые связывались нас с НАТО, а в октябре месяце партия регионов приняла закон о государственной политике Украины, где было сказано, что мы являемся безъядерной, нейтральной и внеблоковой страной. Дальше. В феврале 2011 года мы приняли военную доктрину, где тоже было объявлено, что мы являемся безъядерной, нейтральной и внеблоковой страной. И этот закон действовал вплоть до 2019 года. Только в 2019 году мы приняли новую доктрину, и мы приняли новый закон, где мы идем направление в НАТО. До 2019 года мы были, еще раз тебе повторяю, в неядерной, по закону Украины, внеблоковой, нейтральной страной. Поэтому вы напали на внеблоковую страну. Поэтому твое заявление, что мы хотели сюда подтащить НАТО, не соответствует действительности. Более того, последние 2 министра обороны и 2 председателя СБУ были офицерами ФСБ при Януковиче. Гражданами России, офицерами ФСБ. Конкретно, Соломатин Дмитрий Альбертович был генерал-майором ФСБ, наш министр обороны. Его сменил Лебедев Павел Валентинович, полковник ФСБ. А СБУ командовали генерал-полковник Калинин и генерал-майор Якименко. Ваши генералы ФСБ. Генерал-полковник, он еще, конечно, был, генерал-полковника получил при СССР, он КГБшник был, и так, он так и остался служить у вас. Поэтому ваши офицеры ФСБ в принципе не могли позволить, чтобы у нас какое-то НАТО каким-то образом функционировало.
Это в принципе было невозможно. Это раз. Второе. Янукович в 2013 году принял закон, где нашу армию полностью, и эти два органа, СБУ и Министерство обороны, полностью уничтожали нашу армию. Где расформировали войсковые части, где просто их кадрировали. Например, в Крыму 32-й армейский корпус, который должен был охранять Крым, его скадрировали до одной бригады в Перевальном, 2000 человек, и 2 батальонов в Керчи и в Феодосии. Все, на весь Крым оставалось из войсковых частей в 32-м армейском корпусе 3 части, 2 батальона, 1 бригада. Все остальное скадрированное. Я думаю, что такое кадрирование, тебе не надо объяснять. Командир, заместители и прапорщики, начальники хранилищ, плюс охрана. Иногда еще вневедомственная. И все, что в этой войсковой части. Нет, я пока еще не закончил. Да. Так, что ты там еще набросал мне, чтобы я... Видишь, ты много так сказал, что надо сейчас вспоминать, что ты там ляпнул. Дальше. Украина, как ты говоришь, не существует страна. Страна, которая была учредителем ООН. И эта страна была признана всеми странами мира, включая вашей страной. И она была учредителем ООН. А вы учредителями ООН не были. Учредителями ООН, я напомню, из 50 стран со стороны СССР было сам СССР, УССР, БССР, Белорусская ССР. Само СССР точно не Россия, да? А РСФСР в учредителях не было. Я понял. Ну ладно, да. За детали может сколько угодно. Это не детали. Это как факт, что твое заявление, что Украины не было. Ну, ее не было. А сейчас она есть. Даже если когда-то ее не было. И когда-то не было России. Когда-то не было России. Пока что есть. Пока что есть. Так она есть или нету еще ее? Сейчас пока что есть. А зачем? Вы же понимаете, все. Что вам... А теперь вопрос. Да. Зачем тогда вы напали на Украину? Зачем вам нужна эта война? Слушайте, я вам до этого объяснял. Вот смотрите, есть Россия, есть США, есть Китай. Да, то есть это 3 столпа, в принципе, наверное, законодателей всего в мире, которые все решают. Мы не берем Евросоюз, эти там... А почему США с Китаем не согласны с вашим заявлением? И США заявляют, что есть биполярный мир, и Китай заявляет биполярный мир. Би это 2. Би это 2. Да, это то, что вы хотите. Это заявление Китая, Си Цзиньпина, и заявление президента... Покажите, ссылку дадите мне на заявление Си Цзиньпина, где он говорит, что есть только Китай и США. Дадите ссылку. Мы создаем биполярный мир. Это его заявление. У вас дайте мне ссылку. Набирайте. Заявление Си Цзиньпина о биполярном мире. Набирайте. Набирайте в соседнем окошке. Откройте соседнее окошко, и вы сами прочитаете. Во-первых, куча статей на эту тему прочитаете. Там речь идет только о многополярном мире. Си Цзиньпин говорит о биполярном. Да, вы кто такие? Говорит? Кто вы такие чмошники, чтобы говорить о многополярном мире? Вы посмотрите. Я говорю, вы обычные чмошники. Вторая армия мира, у нас 22-я, ничего сделать не можете. По 5-10 километров идете в наступление. Из-под Киева вас погнали, из-под Чернигова погнали, Сум погнали, с Харьковской области выбили. В Харьковской области вы оставили нам 420 единиц бронетехники. Просто бросили ее и ушли. Самые крупные инвесторы по бронетехнике это Россия. В Харьковской области. Да. В Херсонской области вы, конечно, всю технику сожгли. Вы учли этот момент. 100%. И в Херсонской области, когда вы драпали оттуда, что мы не могли даже вас пи***ть дать, чтобы поймать. Где ваш Черноморский флот? Чмошники! Где ваш Черноморский флот? Где Москва?
Я вижу, Где что вам крейсер свет дали. Москва? Я вижу, Ответь на я вижу, вопрос. что вам свет дали, поэтому Где такие крейсер слова. Москва? Завтра у вас света не будет. Я говорю, посмотрю, как где вы будете крейсер общаться. Так что вы Москва? общаться не Вот будете. смотри, Ну что, мы а еще бьем интересный момент по такой. Егорыч, авиазаводу, звоните, который скажите, ремонтирует пожалуйста, а у вас завод. дети есть? У вас Я дети еще раз есть? говорю, я вам сейчас звук выключил, чтобы вы со мной вдвоем говорить не будете. Пока послушайте меня, а потом я послушаю вас. Я говорю, когда мы бьем по авиазаводу, который производит военные самолеты, вы бьете по энергетике, что является военным преступлением. Вы обычные чмошники, пытаетесь на мирном населении отыграться, а мы бьем по вашим заводам. По вашим заводам. Понял? Это идешь за русским кораблем. Вот так идешь на то, что ты сейчас показал. Почему вас выкинули с международного спорта? Что в вашем понимании UFC это международный спорт? Ну, наверное, да. Ну, Россия там присутствует. А в Украине нету ни одного чемпиона, например. UFC это что такое? Ну, я сказал, наверное, но... Организация такая. Какого вид бокс? ММА. Бои без правил? Да. Ну, как, с правилами. С правилами они сейчас все. Уже такие времена, те уже, когда они были без правил, они уже давно ушли. Ну ММА. Ну, пока нету чемпиона. В боксе ваших чемпионов нету. Лупят вас всех, кто никому не лень. Не, ну там же какие-то шики. Еще раз говорю, в боксе ваших лупят все, кому не лень. Но не в этом вопрос. В олимпийских видах спорта почему вас нету? Почему вас нету в олимпийском движении? Ну, потому что... Почему? Ну, не знаю. Потому что заговор. Какой заговор? Какой? Ну, не знаю. А почему заговор против вашей страны? Ведь до 2014 года вы были, друзья, вас принимали все с удовольствием, считали нормальными людьми. А после 2014 года все стали считать вас, сами знаешь кем. Я не буду озвучивать здесь в эфире, нецензурное это слово. Ну, я понял. Ну, короче, у вас обида какая-то. Какая обида? Я все-таки спрашиваю, как вы думаете, почему вас выкинули с международного спорта? Ну, не знаю. Вы же хотите про спорт поговорить? Давайте поговорим. Чего говорить? У меня горит. Да. Чего это на мне горит? Ну, не знаю, чего. Так а вы считаете, короче, что Россия не права 2014 года, да? Ну, а немцы были правы в 1939 году вместе с СССР? Нет. Нет. Там была, допустим, оккупация, там война была. А здесь что, нет оккупации? Нет. Как нету? А каким образом у вас появилась Конституция Крыма и 4 области? Запорожье, город Запорожье, вы даже на 100 километров к нему не подошли. Иди нахуй, пи***ц вонючий. Заткни свой. Что ты мне какой-то паспорт показываешь? Можно подумать, он твой.